Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии все чаще говорят о скрытых изменениях в привычных продуктах питания, которые сегодня продаются в немецких супермаркетах. Покупатели замечают, что шоколад, например, стал крошиться и быстрее таять, хотя цена и упаковка остались прежними. Причина в росте стоимости какао и замене ингредиентов на более дешевые. Такая практика сегодня постепенно становится обычной для супермаркетов Германии и Европы. Одновременно новые данные показывают сокращение рабочих мест в промышленности и частном секторе Германии и рост занятости в государственном секторе. Это меняет структуру экономики страны и усиливает нагрузку на бюджет. В ряде регионов уже видно, как исчезновение заводов тянет за собой падение спроса и рост социальных расходов в Германии. И напоследок еще одна важная новость, связанная с политикой. Высказывание Дональда Трампа о Гренландии вызывает сдержанную официальную реакцию со стороны стран Европы и ЕС. Германия поддержала позицию Дании о праве самой решать судьбу этой территории. Канцлер Фридрих Мерц подписал совместное заявление европейских стран, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к единству Европы и защите принципов суверенитета. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии все больше покупателей замечают странную вещь. Шоколад вроде бы тот же, цена та же, а ощущение во рту другое. То есть плитка крошится, тает быстрее и остается чувство пустоты. Это не субъективное ощущение и не показалось. Производители реально меняют состав, чтобы удержать цену на полке, и делают это тихо, без громких объявлений. И скажу вам по секрету, главная проблема – это какао. За последние годы какао-бобы, вы знаете, резко подорожали из-за неурожая в Западной Африке, спекуляций и логистики. Для концернов это прямой удар по марже, выход нашли простой. Меньше какао-масла, больше дешевых жиров, больше воздуха за счет спенивания массы. Тоньше сама плитка. Формально шоколад остается шоколадом, но по факту это уже другой продукт. Вот вам классический прием – это увеличивать долю сахара и растительных добавок, которые дают объем, но не вкус. Я, например, еще помню, как исторически немецкий шоколад держался именно на высоком содержании какао-масла. После войны, да и в 1970-80-х Германия выстроила репутацию страны качественного шоколада. Именно поэтому такие бренды десятилетиями продавались без скидок. Сейчас, можно сказать, эта модель трещит. Покупатель платит за бренд и привычку, а внутри все чаще облегченная версия. В Берлине об этом уже говорят открыто. Канцлер Германии Фридрих Мерц связывает рост скрытого удешевления продуктов с общей потерей доверия к рынку, то есть формальная инфляция снижается, а ощущение обмана в магазинах растет. В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен признает, что Европа пока закрывает глаза на такие практики, но все-таки подрывает доверие к производителям и торговле. И знаете, самое неприятное для потребителя, то есть для нас с вами, это трудно заметить сразу. Плитка выглядит знакомо, упаковка та же, цена даже не пугает, но разница ощущается уже дома. Это и есть новая реальность супермаркетов в Германии и Европе. Таким образом, сегодня экономия идет не через ценник, а именно через качество. И если сегодня для вас воздушнее стал шоколад, завтра таким же станет любой другой привычный для нас с вами продукт. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии появились тревожные цифры, которые уже сегодня решают, как долго страна сможет жить по нынешним правилам. В 2025 году число людей, работающих в промышленности и в частном бизнесе, упало. Я вам ранее уже приводил цифры, производство и фирмы потеряли 143 тысячи рабочих мест, а также дополнительное количество самозанятых уменьшилось на 38 тысяч человек. Это реальные потери рабочих на заводах, мастерских и в торговле, то есть тех, кто приносит деньги в экономику. Одновременно, внимание, растет число людей, занятых в государственном секторе. Это образование, медицина, социальная помощь, административная служба увеличили штат примерно на 205 тысяч человек. На первый взгляд для нас это выглядит как рост рабочих мест, но у меня есть важное уточнение. Мы с вами все понимаем, что у бизнеса это реальная прибыль и создание стоимости, а государственные работники получают зарплату из наших налогов, которые зарабатывают именно частные компании и производство. Приведу вам простой пример из жизни. Если в районе закрывается фабрика, то сначала уходят рабочие, потом падает спрос на услуги и в итоге нагрузка на местный бюджет, что растет, потому что люди начинают требовать больше поддержки, а новые компании туда не идут, потому что нет инвестиций и перспектив. Эта ситуация стала повседневной в ряде регионов Германии, особенно в восточных землях и в промышленных центрах Рурской области, где отток рабочих ощущается сильнее всего. Такой перекос в структуре занятости – это сигнал об изменении модели экономики всех Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно говорил, что промышленность и частный сектор должны быть
приоритетом, потому что именно они приносят деньги в государственную казну и обеспечивают экспорт. Но цифры показывают, как мы видим с вами, что реальность примерца почему-то идет в другую сторону. Все больше людей занято там, где деньги перераспределяются, а не создаются. Это, соответственно, вызывает острый общественный и политический конфликт. С одной стороны, растет потребность в социальных услугах, то есть уход, образование, медицина. А с другой, те самые услуги финансируются за счет тех, кто производит товары и создает прибыль. И когда вот этот вот баланс смещается в пользу затратной части экономики, спрос на деньги растет, а их поступления не успевают. Это влечет за собой, как вы понимаете, рост налоговой нагрузки на бизнес и сокращение инвестиций в развитие, то есть то, что мы с вами наблюдаем сегодня. В Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напоминает немецким политикам и лидерам ЕС, что без сильной частной экономики никакая социальная модель не устоит даже в Германии. Сейчас Европа столкнулась с глобальной конкуренцией от Соединенных Штатов Америки до Азии, и многочисленные исследования показывают, что регионы, которые теряют производство и инновации, быстро теряют и экономический вес. Таким образом, история Германии показывает, что страна долгое время держалась за счет промышленности, экспорта и хорошо оплачиваемого труда. Но сейчас тренд идет в противоположную сторону, как я сказал. Тех, кто создает ценность, становится меньше, а тех, кто зависит от перераспределения, становится наоборот больше. А дальше еще есть важная новость. Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление на международной арене, которые привлекли внимание европейских партнеров. В интервью он подтвердил, что считает Гренландию важной для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и намекнул, что США могли бы претендовать на контроль над этой огромной арктической территорией, которая является частью королевства Дании, но обладает широкой автономией. Реакция последовала в краткие сроки. Германия вместе с Францией, Италией, Польшей, Испанией, Великобританией и другими странами выпустила совместное заявление. Подписи под ним подставил и канцлер Германии Фридрих Мерц. В нем сказано, что только Дания и сами жители Гренландии вправе решать судьбу своей земли. Германия и другие страны подчеркнули, что суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность границ – это необсуждаемые опции, а принципы зафиксированы сегодня в Уставе ООН. Это заявление стало примером согласованной позиции европейских стран по данному вопросу. Речь идет о том, что несколько европейских столиц выразили поддержку позиции союзника по вопросу суверенитета. Такое обсуждение ситуации вокруг Гренландии происходило на фоне заявления о возможных экономических мерах со стороны Соединенных Штатов Америки. В последние дни, вы знаете, Трамп говорил о возможных штрафных пошлинах на товары из стран от 10 до 25%, которые противостоят его планам. Эти заявления были отмечены в Берлине, Париже и в Брюсселе, где глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность диалога и координации между союзниками. Дания, а также автономное правительство Гренландии дали официальное разъяснение своей позиции. Они напомнили, что Гренландия – это их территория, и никто не имеет права решать ее судьбу за них. Эта позиция была поддержана не только в Европе, но и среди самих жителей Гренландии, которые впервые за десятилетия увидели мощную международную поддержку на фоне слов и угроз из Белого дома. Обсуждение ситуации привело к усилению внимания союзников по НАТО, включая тоже Германию, к арктическому региону. Внимание, речь шла не о военных действиях, а о дипломатическом и политическом сигнале поддержки союзников. Вы лучше меня знаете, что Трамп, оставаясь непредсказуемым, уже не раз демонстрировал, что готов использовать торговые и политические рычаги в попытке переформатировать международные отношения. В этот раз ставка уже была сделана на стратегический арктический регион, напомню, богатый ресурсами и геополитически важный. Совместная позиция Европы показывает стремление стран отстаивать принципы суверенитета и международного права в рамках дипломатического диалога. В результате Дональд Трамп сообщил, что решение о введении пошлин против стран Европы было пересмотрено. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.